Всем привет из сибирского леса. Сейчас у нас начало апреля, и я хотел бы начать серию видео про Узбекистан как раз в этом месте, чтобы показать контраст, так как где-то месяц назад я был в Узбекистане и ходил там в кофте или даже чуть ли не в футболке. Вот, а сейчас я все еще в куртке, в шапке, вокруг снег, радуют лишь русские березки. Это проект Russian Progress, проект по изучению русского языка натуральным способом. Его смотрят люди со всей планеты, те, кто любит русский язык, кто увлекается русским языком, русской культурой, и кто хочет учить русский язык не через скучные грамматические учебники, а через классные видео на разные темы. Как, например, сегодня мы поговорим с вами про Узбекистан. Я поделюсь с вами своими впечатлениями о своей поездке в Ташкент, в столицу Узбекистана. Но прежде чем я поделюсь с вами своими впечатлениями об Узбекистане, я представлю вам небольшое интервью, диалог с местным жителем, с дилером. И если вам нравится эта работа, вы можете поддержать ее на Бусти или на Патреоне. И там вы найдете кучу бонусов, транскрипции, то есть полный текст того, что я говорю, того, что мы говорим в данном случае, эксклюзивные видео, это эксклюзивный подкаст и много всего прочего, наш чат в Телеграме, где можно общаться. В общем, заходите, не пожалеете. А мы начинаем. Так, дилер, привет. Познакомился тут с человеком местным из Узбекистана, из Ташкента. Ты из Ташкента, да? Или приехал? Я родился в Ташкенте, но вырос в Андижане. Хорошо. Пользуясь случаем, хочу задать несколько вопросов вообще про Узбекистан, про язык. Вот, моих зрителей моего канала, наверное, интересует, а вот если они приедут с русским языком, смогут ли они здесь коммуницировать? Как я считаю, я думаю, что в Ташкенте, в Узбекистане во всем, в Ташкенте 95% все населения в Ташкенте, они знают русский язык, наверное. И например, зайти в магазин или что-то еще другое, там, транспорт общественный, они все знают русский язык, потому что у нас второй язык уже русский язык, а третий уже английский. Первый узбекский, как говорится. Понятно. То есть русский официальный или... Да, у нас в всех школах преподают русский язык, это обязательно. Все преподают. Например, даже взять школ где-то в регионах, там, не в Ташкенте, там тоже преподают русский язык, и они тоже знают, они понимают. Понятно. У меня такое впечатление, что все понимают, да, не идеально. То есть есть все-таки те, кто не очень. Например, второй администратор, он, не так хорошо знает. То есть это от чего зависит? От окружения человека, от того, хочет он изучать, не хочет, да. То есть, в принципе, здесь, я насколько понимаю, можно знать только русский и жить нормально, и знать только узбекский и тоже жить нормально, правильно? Что интересно здесь, это зависит от окружения, от окружения человека. Например, если я расскажу о себе, как я изучил русский язык, я учился до 2 класса в русской школе, а потом перешел на узбекскую. И после этого у меня не было общения с русскими. И когда я приехал в Ташкент, я хотел общаться с русскими и немножко подтянул, и мне помог там. В Телеграме есть такой бот, аноним чат называется. Я нашел через Телеграм и там общался, просто там нажимаешь кнопку, и оно поставляет тебе анонимного собеседника. И там я написал, там грамматику я изучал с аноним бота. Они написали там «Привет», я говорю «Да, привет». И вот так и изучал, сейчас знаю и грамматику, и разговорный язык, русский язык. Ты отлично говоришь, вообще молодец. Слушай, а здесь телевидение вообще как на русском? То есть ты когда рос, ты, в принципе, слышал русский язык или, не особо? Просто ты говоришь с очень хорошим произношением, то есть как будто это твой второй родной язык. Телевидение у нас, телевидение, например, если взять новости, у нас даже на английском и дают новости, и есть такие каналы, только работают на русском языке. Есть такие каналы, которые передачи только на русском, и есть, например, где-то 9 или 10, я точно не помню время, у нас бывают русские новости, они только на русском. Даже когда у нас бывают праздники, они празднуют
первым на узбекском, а втором уже на русском языке. Даже праздник у нас так празднуют, уже на первом узбекский, а на втором русский язык. Здорово. Так, что еще хотел спросить, вот по поводу письменности. У вас долгое время была кириллица, и сейчас можно встретить, но вроде как недавно вы перешли на латиницу, да? То есть вот ты как учился? Ты учил узбекский язык, соответственно, на кириллице или на латинице уже? Когда мы учились, уже была латиница, но как бы, когда я изучал русский язык, я уже, все знают как бы и кириллицу, и латиницу. Но для молодого поколения, которое после независимости, для них удобнее как бы латиница. А для тебя? Я не имею разницы, мне без разницы. Да. Понятно. Ну и давай поговорим с тобой немножко про сам Узбекистан. Вообще, что здесь стоит посмотреть? Вообще, стоит ли приехать в Ташкент? Вообще, в целом, я своими впечатлениями еще поделюсь. Что сказать про Узбекистан? Узбекистан – самый солнечный город в Центральной Азии, как я думаю. Страна. Да. Вот, например, я был в Кыргызстане и в Казахстане, тоже там был. Как сказать, Узбекистан, как бы, для меня, это мой родной город. Можно посмотреть, у нас есть горы, классные вообще. У нас есть классные там исторические как бы города, места, маленькие города. Вот, например, Хива, Хорезмское ханство есть, вот, например, Куканское ханство есть. И в Ташкенте тоже много таких мест. И что я могу? Если Бухара, да, Самарканд, да, исторический. Вот. Можно там посмотреть, и много туристов там гуляют. И, кстати, Андижан тоже есть. Там родился Бобур Мурзо. Я с Андижана. Окей. И я сейчас вспомнил, когда вот туристы приезжают, вот, например, многим нравится как бы наши традиционные блюда, да, вот, например, точно. Плов, вот, например, узбекский. Мне очень понравился вчера шашлык, вообще шикарный был. Да, вот, например, у нас есть плов-центр возле телебашни, это и называется Бешкозон. Это Казань, как бы, да. Там приготовляют 3 типа плова, там ташкентский плов, свадебный плов и андижанский плов. И там, там вообще большие порции, там, не знаю, там. И Ташкент уже зашел по плове в рекорды Гиннесов, книгу Гиннесов, и они 5 тонн плова приготовили, и это было вообще шикарно. Очень много плова. Да. И они зашли с вот этим вот, как говорится, с самсой. Да. Вот, они тоже туда зашли, книга Гиннесов рекордов. Я еще хотел спросить, у меня много зрителей из Турции, много друзей из Турции. Вот у меня складывается такое ощущение, что Узбекистан и, в принципе, тюркские страны, они как-то смотрят в сторону Турции, хотят какого-то сближения, то есть латиница, переход на латиницу и так далее. Какие отношения вообще там Узбекистана с Турцией там, и так далее? И вот, народа какое отношение к Турции, к туркам? У нас, вот если как бы сказать, мы все как бы турецкими народами называемся. Узбеки, тюркские. Тюркские. Вот, например, узбеки, азербайджаны. Вот, например, мы понимаем вот казахов и киргизов, потому что язык одинаково. Да. Просто у них как бы другой акцент и другие буквы как бы. И вот мы понимаем друг друга, а с Турцией у нас все как бы нормально, дружеские отношения. Вот сейчас как бы там, к сожалению, было землетрясение, и поэтому там много народа как бы погиб. И вот мы как бы всеми силами помогли, как бы гуманитарно, и как бы отправили туда спасателей. Как бы как друг другу помогают же, вот трудная ситуация. Вот так мы помогли. Да. Я тоже заметил, вот сходство, я немножко турецкий изучал, и вот, например, такие слова, как «гюзель», «хэшгельденес», что там еще, какие там еще слова, там, например, «в», там, да, «ва» — это «и», да, «в» по-турецки,
Что еще на ум не Бир, да, бир тоже. Да. То есть вот много общих слов. Ну и вот это причина учить турецкий, да, чтобы понимать языки вот всех остальных тюркских народов. Если взять, вот, например, в Узбекистане есть вот узбекский язык, да, и узбекский язык, оно разделяется как бы с акцентами, с сленгами. Вот, например, анджанский как бы акцент — это другое. Да? Да, ташкентский — это другое. Вот, например, в Анджане мы общаемся вот так. Qayerdan kelyapsan, nima qilyapsan, а в Ташкенте nima qilyapsan, воссан, такое они добавляют. А вот, например, хорезмский акцент, это как бы одинаково с турецким. Вот, например, если взять, они говорят geldim, как бы турки, вот Азербайджан geldim, еще что-то там. Если кто-то хочет послушать, там можно там написать хорезмский рэп или там песню, они одинаковые. Они вообще, когда вот президент Турции приехал в Узбекистан, и он поехал в Хиву, он там побывал, и они одинаковые, как бы. Ну ты турецкий понимаешь? Ну, чуть понимаю, не очень-то так, но хотел бы изучать. Мои друзья почти все знают, потому что турецкие фильмы у нас популярные. Да, сериалы. Да, сериалы, там фильмы популярные. Но сейчас я только как бы предпочитаю русские фильмы и Голливуд, как бы Европу, не Турцию, да. Понятно. Ну и напоследок, не знаю, может, хочешь что-то сказать зрителям из разных стран, меня из всех стран смотрят, какое-то сообщение? Что можно сказать? Приезжайте в Узбекистан, это самый дружелюбный город, страна в Центральной Азии, как я говорю. И здесь можно классно прогуляться, особенно летом. Летом Ташкент вообще классный, тут много деревьев. Ну, летом слишком жарко, 40 градусов, нет? Нет, в этом году не знаю, там не будет такое. И что еще можно сказать? Вот. Рахмат. Иван тоже Рахмат. Спасибо.